Искренне приветствую вас, мои дорогие друзья, на авторском канале «Душевные истории с Каролин». От всей души благодарю всех моих подписчиков, кто смотрит, слушает, пишет, разделяя ноты моего душевного творчества. Спасибо вам за вашу душевность и созвучность. Добра и душевного уюта вам и вашим близким. А сегодня моя новая видеоистория, которая, надеюсь, затронет ваши ноты прекрасной души. Приятного просмотра, дорогие друзья! Авторская история цветочной аранжировки. Филипп был очень успешным учеником во французском лицее. Это был последний год перед университетом. И в свои 16 лет казалось, что его успеху не было преград. Он мечтал о карьере хирурга, хотел продолжить семейную традицию. Отец и дед тоже были докторами. Он отличался особым старанием, непоколебимой верой и целеустремленностью среди своих сверстников. Но однажды, придя домой после лицея, он почувствовал недомогание. Резко поднялась температура, головокружение, и он признался, что такое уже бывало, но потом проходило, и он никому об этом не говорил. Но сегодня это был особый случай. Состояние было тяжелым. Он потерял сознание. Его отвезли в госпиталь, и в результате обследования, к сожалению, была выявлена лейкемия. Врачи честно сказали, что ему придется проходить химиотерапию. Шансы на выздоровление были, но совсем небольшие. Он был достаточно взрослым, чтобы понять, что у этой болезни и есть смертельный исход. В тот день, когда Филиппа положили в больницу, чтобы начать лечение, он открыл глаза, осмотрелся и шутливо сказал маме: «А я-то думал, что когда попадешь в больницу, тебе приносят цветы». Услышав это, его тетя пошла и по телефону заказала аранжировку. Голос продавщицы был довольно тонкий и звучал очень молодо. Тетя Филиппа представила себе неопытного человека, которая может не догадаться о том, какое все-таки значение должно иметь аранжировка, и поэтому сказала: «Сделайте корзину привлекательной. Это для моего 16-летнего племянника. У него лейкемия». «О», — сказала продавщица, — «тогда добавим для яркости срезанных цветов». Когда корзину с цветами доставили в больницу, Филипп увидел в цветах 2 конверта. Он вскрыл первый конверт и прочел открытку от тети, которая желала ему выздоровления. Затем он открыл второй конверт и начал читать открытку. В открытке было написано: «Филипп, это мне заказали сделать для тебя цветочную аранжировку. Я учусь в медицинском университете на 1 курсе, а вечерами подрабатываю в цветочном магазине своего дяди. Знаешь, когда мне было 10 лет, я заболела лейкемией. Но я справилась. У меня все хорошо. Может, поэтому я решила стать доктором. И сегодня я успешная студентка, влюбленная в жизнь и в аромат цветов.
Выше голову, ты можешь сделать все, во что веришь. И я за тебя молюсь. С наилучшими пожеланиями, Адель. Филипп засиял от теплоты изложенных слов в волшебной открытке. Впервые с той минуты, как он попал в больницу, он почувствовал надежду. Именно эта записка заставила его поверить в то, что он победит эту болезнь. А затем в течение нескольких месяцев его лечения такие цветочные аранжировки с душевными записками появлялись в его палате. Это было то, что помогало ему выживать и идти на выздоровление. Благодаря аромату чистой души и цветочного вдохновения, веры в собственные силы, непоколебимой веры, Филипп выздоровел, и, конечно, они встретились с Адель. Филипп поступил в медицинский университет, где училась его Адель. И вскоре они поженились. И главным подарком на их свадьбе была цветочная аранжировка, в которой был вдохновляющий конверт от близких и любящих родителей с пожеланиями. Цветы надежды пусть вас окрыляют. В них сила и вдохновение жить, и в жизненную искренность влюбляют, с уверенностью покоряя рубежи.